Машина стояла почти 3 года. Видно, что паутина, пылью припала. Пыль видно. Даже вот что-то капало, какая-то вода. Паутина была. Снизу ничего нету. Проверяем обязательно, чтобы ничего нигде не протекло. Вот паутина видна. Вот паутина. Вот. Так что сейчас посмотрим, что под капотом. Ну и дальше будем делать вывод. Вот даже тут вот паутина. 3 года. Ну посмотрим, как B6 заведется или нет. Вот. Сейчас нужно открыть, потому что машина закрыта. Естественно, аккумулятор отключен, поэтому будем открывать с помощью ключа. Под капотом смотрим, что тосол на минимуме. Надо залить тосол. Не вижу пока тормозную жидкость. Надо смотреть. Сейчас посмотрим. Это омывалка. Посмотрим тоже, что с омывалкой. Ну, потеков вроде никаких пока нету. Сейчас проверим масло. Нужно проверить масло. Сейчас глянем. Давайте глянем, что у нас. Эту тряпочку сначала для того, чтобы протереть листочки. Сейчас посмотрим. Взял какую-то тряпку. Сейчас проверим масло. Пока у нас как-то так показать, чтобы не сильно запачкаться. Ну, где она? Вот. Вот так. Сейчас вытираем. Вот, вытерли. И опускаем щуп, смотрим. Смотрим, что мы имеем по маслу. Ну, с маслом у нас все хорошо. Пока нет тосола. Еще раз проверим. Ну вот метка максимум. Вот ее видно. Максимум. То есть масло в норме. В общем, вопрос надо смотреть. Тосол долить, потому что его очень мало. Ниже минимума нужно долить. Дальше тормозная жидкость. Там я даже не знаю, как ее там посмотреть. Ну, как-то будем пытаться смотреть. Что еще? Потеков никаких нету. Никаких жидкостей не вытекало. Проверяем все трубочки, чтобы все было нормально, чтобы были живые. Патрубки все вроде нормально. Ну, сейчас будем подключать аккумулятор. Он отключен. Вот так я его ставил. Аккумулятор новый был. Посмотрим сейчас. Ну вот включил, начинает моргать
поворотники или не поворотники, не знаю, что-то начало моргать. Сейчас посмотрим, возможно это иммобилайзер. Сейчас включим, ставим ключ, возможно пропадет. Давайте попробуем ставить ключ. Вставляем ключ. Все попропадало. Смотрим поворотники. Да, это был иммобилайзер, так что сразу пропало. Смотрим дальше. Сейчас закрутим клемму, чтобы была нормально закручена. Ну, посмотрим дальше. Нужно открыть багажник для того, чтобы долить тосол. Есть антифриз. Обязательно нужно заливать антифриз тот, который написан. Это G12. Поэтому будем доливать. Вот даже вот написано, что 5 лет, все хорошо. Так что заливаем антифриз. Откручиваем. И... Так, одной рукой неудобно. Пауза. Антифриз новый. Сейчас вот гвоздиком пробьем. Для того, чтобы было удобнее нам лить это все дело. Вот. Какой-то странный звук услышал, что вроде как снизу льется. Сейчас посмотрим. Может, чуть-чуть разлил. Ну, сейчас глянем, что тут не льется. Нет, пока не льется. И тут пока ничего не льется. Что у нас там по уровню? Пока минимум. Льем дальше. Смотрим, что мы имеем. Ну, нормально. Пока хватит. Что-то звук какие-то, как будто что-то льется, но вроде ничего не капает. Сейчас я закручу банку, попробуем посмотреть еще. И будем заводить. Прежде чем заводить, есть два момента. Первый момент. Я когда по ошибке своей, когда оставлял машину, поставил на ручной тормоз. Это моя ошибка. И второй момент. При заводе нужно выжимать сцепление для того, чтобы было все хорошо. Выжимаем сцепление. Обязательно переключаем коробку передач. Во все положения. Шестая не включается чего-то. Нет. Шестая не включается, странно.
шестая не включается. Пятая включается. Шестая. Есть шестая включилась. Обязательно делаем вот эти движения для того, чтобы хоть чуть-чуть что-то там смазалось. Итак, нейтралка, бензин. Еще раз вставляем. Нейтралка, пробуем завести. Держим пока сцепление все время. Машина должна смазаться. Держим минут 5 сцепления для того, чтобы машине было легко завестись. Ждем, что будет дальше. Есть такое, немножко подрагивает машина, но это, как всегда, она еще не прокачала систему. Скорее всего, нужно будет ехать на Volkswagen, если этот момент не уйдет. Видно по капоту, как капот трусится. Из-за того, что идет какая-то вибрация. Двигатель стал чуть по-другому работать. Теперь можно снять сцепление. Посмотреть, нет ли какого-то дыма. Все ли нормально с мотором. Пока вроде все спокойно. Смотрим обязательно опять под машину. Ничего нету. Все хорошо. Ну, надо дать, чтобы машина пару минут поработала. Вибрация, видно, из капота ушла. Тем не менее, надо на сервисе проверить, чтобы было бы все хорошо. В идеальном варианте необходимо заменить все жидкости. Что я и буду делать. Скорее всего, я заменю тормозную жидкость, жидкость для омывания, жидкость для охлаждения и мотор. В моторе масло заменю. Пока вроде работает. После долгого стояния нельзя быстро ехать на машине. Нужно сделать пару кругов по гаражу на очень медленной скорости. И в принципе поначалу до замены всех жидкостей не стоит газовать и куда-то гнаться. Пока все. Если возникнут какие-то проблемы, я запишу видео дальше. Так, еще сейчас момент будет. Тормозные колодки, потому что стоит на ручнике. Будем пробовать. Холодный воздух дует, кондиционер работает. Отпускаем, зажимаем тормоз и вроде спокойно снялось. Пробуем трогануться. Включили передачу. Показывает ошибку какую-то руля. Что-то с рулем. Но это должно восстановиться после определенного, когда я проеду какой-то период. Оно должно пропасть. Вот. Ну, сейчас я проедусь, посмотрим.
Только одна проблема. Течет какая-то жидкость. Вот видно, даже как она течет. Возможно, это омыватель или что-то в этом духе, не знаю. Поэтому смотреть, что это такое. Кстати, сейчас буду подкачивать колеса по поводу тормозных дисков. Вот такая ситуация. Вот так немножко поржавели. С передними все нормально. Не такие ржавые. Поэтому, по идее, должно быть все нормально. Вот звідси капає, да? Що це може бути? Конденсат. Конденсат? Тут дуже багато лється. Вмикайте кондиционер. А? Не вмикайте кондиционер, не будет течь. Ага. Це що? Це... Окей. Когда вы отремонтировали, когда вы выполнили техническое обслуживание своего автомобиля, а именно замена масла, вам необходимо начать отсчет новой даты, когда это делать. Поэтому, когда вы вставляете ключ, у вас появляется сообщение о том, что необходимо выполнить сервис. Как убрать вот это сообщение, как только вы выполнили сервисное обслуживание? Необходимо зажать, вставить ключ в зажигание, чтобы горела панель приборов, зажать ключ. У вас появится на индикаторе после второго нажатия появится сервис. Сервис 0, как только вы зажали. Теперь для того, чтобы сбросить его, вам необходимо удерживать клавишу сервис и одновременно нажать, единоразово нажать кнопку минуты после того, как вы отпустите клавишу сервис. Давайте попробуем это сделать.